Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. У нас сегодня первый выпуск в этом году, 2025. Я от своего имени, от имени нашей редакции хочу всех вас, дорогие наши друзья, зрители и поклонники нашей программы, поздравить вас с Новым годом, с Рождеством. Я желаю вам всего самого доброго и наилучшего. И, конечно, желаю нам всем побольше хороших и позитивных новостей. И, конечно же, эксперты, некоторые со мной могут с этим не согласиться, они очень скептические у нас ребята, но, тем не менее, я все же человек, который склонен быть больше оптимистично настроенным, поэтому вам желаю все же больше всего самого хорошего, новостей хороших, сообщений хороших, ну и, конечно же, крепкого здоровья и счастья. А сегодня мы поговорим о Ближнем Востоке, традиционно с человеком, который глубоко разбирается в сути этой проблемы, как никто лучше нас всех знает о том, что происходит в этом неспокойном регионе. У нас сегодня в гостях экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», общественный деятель Яков Иосифович Кедми, один из немногих людей, которые глубоко знают суть проблемы, которому мы, естественно, я лично благодарен за то, что он сегодня к нам подключился. Яков Иосифович, вас приветствую, с прошедшими вас праздниками. Добрый день вам и всем зрителям. И еще раз доброго дня. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Иосифович, честно говоря, все равно Ближний Восток не знает, я так понимаю, спокойных каких-либо дней. Он всегда бурлит, он всегда в центре внимания. А уж с учетом того, что через буквально несколько дней, меньше чем неделя остается до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, 47-го по счету, Ближний Восток о себе будет напоминать гораздо чаще, чем это могло бы быть, говорят очень многие, потому что все знают, что Дональд Трамп очень зациклен на этом регионе. Хотя последние заявления его говорят об обратном. Например, он очень сейчас зациклен на Гренландии, и на Канаде, и на Панамском канале и все прочее. Но это отдельный разговор. Но нас что интересует, Яков Иосифович, это, конечно же, то, что сейчас многие думают и гадают, а что будет сейчас вокруг Ирано-израильского вот этого противостояния. Потому что не секрет, что Дональд Трамп, откровенно говоря, занимает позицию произраильскую, он даже с этого не скрывает, он это открыто говорит и не стесняется этого, гордится этим. В принципе, это его дело. Так вот, сейчас все, словно на кофейной гуще, гадают, а что будет с Ираном тогда в таком случае? Понятно, что у Израиля все будет неплохо. А вот у Ирана, как обстоят дела будут, это другой вопрос. Яков Иосифович, опять избитый, но при этом актуальный и сложный вопрос, который я хочу вам задать и надеюсь получить на него ответ. Будет ли в этом году, не дай бог, конечно, но война между Израилем и Ираном, на ваш взгляд? Стоит ли ожидать горячей эскалации конфликта между двумя странами региона? Шансов на это очень мало. И те шансы, которые были, и вероятность этого была, она резко уменьшилась. Надо объективно посмотреть, какова ситуация сегодня. С точки зрения Ирана. Позиции Ирана очень сильно ослабли на Ближнем Востоке. Если посмотреть чисто глобально, у Ирана нет дружественных государств на Ближнем Востоке сегодня. Есть более или менее упорядочились отношения с арабским миром. Довольно напряженные отношения с Турцией. Иран находится в катастрофическом положении с точки зрения экономики. И положение ухудшается. Основной, так сказать, у Ирана было два серьезных сторонника, даже три, можно сказать, 2,5. Это была, во-первых, Сирия, которая находилась под большим влиянием Ирана. И там находились проиранские силы, которые и поддерживали режим Асад. Сирии сегодня как таковой нет. Той Сирии, которая была, сегодня нет. Какая будет Сирия, неясно. Но сегодня руководство Сирии выступает с крайних антииранских позиций. Они это заявляют. Их позиция по отношению к Ирану намного более острая и антииранская, чем израильская.
Потому что мы не считаем Иран как таковой врагом Израиля. И, понятно, не шиитов. Другой сторонник Израиля, сторонник Ирана был. Это была Хизбалла. Созданная Ираном организация, вооруженная, которая считалась, по мнению многих, сильнейшей силой Ирана на случай военных действий против Израиля, которая должна была обеспечить поражение тыла Израиля в случае военных действий. Где Хизбалла? Хизбаллы нет. Формально она еще существует. Хизбалла потерпела сокрушительный удар, и ее положение усложняется. Во-первых, это по заявлению самой Хизбаллы. Они сказали, что удары Израиля настолько нас ослабили, что у нас не было сил помочь Асаду. Иран тоже сказал, у нас не было после ударов Израиля возможности военных сил помочь Асаду. Вопреки тому, все, что говорили, и писали, и кричали, и истерили сторонники Ирана, поклонники Ирана и прочее, прочее. Хизбалла сегодня настолько ослабла, что она сняла свое вето в Ливане на избрание президента. Причем этот президент, 2 года они блокировали его. Они пытались найти и нашли другого представителя христианской семьи, который всегда был. Эта семья, семья Фаранджия, была всегда в контакте с семьей Джумайля, которая... это старый конфликт, он продолжается уже десятки лет. И Хизбалла хотела, чтобы Джумайль был, чтобы Фаранджия, семьи Фаранджия был президентом. Но это не удалось, и она сняла свое. И Аун, Мишель Аун, стал президентом Ливана. Он из юга Ливана. Он помнит израильских солдат, когда был мальчиком. И мы хорошо с ним знакомы из всех контактов с ливанской армией. Не раз и не два. И вот что сказал, кроме всего прочего, новый президент Ливана. Очень-очень замечательную фразу, которая должна привести в дрожь руководство Хизбаллы. На территории Ливана может быть только одна вооруженная сила. Ливанская армия. И больше ни у кого не может быть оружия. Каждый, кто знает, что такое Хизбалла и Ливан, отлично понимает значение этого. Так что Хизбалла, как говорят турки, йог. Сирия, йог. Нет. Кто еще сказал? А мы выходим из конфликта с Израилем. И вообще мы тихие и спокойные. Оставьте нас в покое. Шиитские формирования Ирака. Сказали, а мы вообще скауты, мы вообще не хотим заниматься военными делами. А на них давят, вы, как в Ливане, сдайте оружие иранской и иракской армии, пожалуйста. И на стороне Ирана осталась только одна несокрушимая сила Ближнего Востока. Великие хуситы. То есть политическое положение Ирана в дополнение к экономическому резко ослабло. И вот с этой позиции Иран идет сегодня на переговоры с Соединенными Штатами. Причем вчера заявил президент Ирана, мы не разрабатывали, не разрабатываем и не собираемся разрабатывать ядерного оружия. Великолепно. Бурные продолжительные аплодисменты. Уже пару недель идут переговоры в Европе с европейскими странами
о решении проблемы ядерного военного проекта в Иране. В преддверии переговоров между Ираном и Соединенными Штатами о том же самом. С точки зрения Израиля, как было, так и осталось. У нас были две проблемы с Ираном. Одна большая, другая поменьше. Поменьше это была поддержка Хизбаллы и Хамаса. Сегодня нет Хизбаллы, нет Хамаса, поддержки нет. И Иран практически не может поддерживать Хизбаллу, поскольку Сирии нет и никакого контакта с ливанской территорией нет. И поддерживать ее экономически и оружием Иран практически серьезно не может. То есть эта проблема между Ираном и Израилем отпала. Она еще существует формально, но катастрофически для Ирана и для Хизбаллы уменьшается. Вторая проблема – это ядерный военный проект Ирана, который сегодня на пороге переговоров с Соединенными Штатами, в свете переговоров в Европе и в свете заявления президента Ирана, который был закончен практически в 2003 году. И сегодня только были проведены до сегодняшнего дня подготовительные меры, которые могут привести к созданию в Иране ядерного оружия, он стоит перед закрытием. Это требование Европы, это требование Соединенных Штатов. В этом требовании Соединенных Штатов шантажирует Иран очень просто. Они говорят, если вы не согласитесь на прекращение, закрытие ядерного проекта, примерно как это сделала Южная Африка. Я напомню, в Южной Африке было 6 ядерных бомб атомных. Они их разобрали. Всю документацию уничтожили, весь проект закрыли, его нет. Новые власти Южной Африки не получили ничего от проекта ядерного оружия. Примерно то же самое планируют сделать с Ираном. Они говорят, если не пойдете на это, мы снимем наше вето Израилю решить эту проблему военным путем. Иранские силы военные отлично знают, как и американские, как и другие. Это вопрос нескольких часов, и все ядерные заводы, которые занимаются ядерным проектом в Иране, будут уничтожены. То есть перед Ираном стоит проблема, дилемма, очень простая. Пойти на закрытие ядерного военного проекта, получить за это снятие санкций, великолепную, большущую экономическую помощь, как от Соединенных Штатов, так и от Европы. Или отказаться от этого, потерять ядерный проект, понести огромный ущерб, который будет нанесен иранской военной промышленности, и ничего не получить ни от Соединенных Штатов, ни от Европы, и прийти к потрясению, которое поставит под угрозу сам режим в Иране, который сегодня тоже начинает пошатываться. Потому что экономическое положение, и политические поражения, и военные расшатывают любой режим, также в Иране. Поэтому при таком раскладе вряд ли будет военный конфликт с Ираном, если только силы стражей революции упрутся и скажут, а мы все равно пойдем, мы все равно упремся. Такой вариант может быть, но маловероятен, потому что все-таки до сих пор, несмотря на те или иные ошибки, которые делали иранцы, персы, разумный народ, расчетливый народ, в которых сегодня у власти стоят люди, которые пытаются решить проблемы Ирана. И там есть еще одна проблема. Хотя речь идет о духовном руководителе Ирана, и он мусульманин, но
можно сказать, он наладан дышит. Его жизнь, то есть дни его сочтены. Все знают, что это вопрос ближайшего времени, когда он сойдет с политической арены. И кто придет вместо него, это тоже вопрос. Но это еще больше ослабляет государство. И менять лошадей на таком крутом подъеме, когда слишком много проблем, это всегда опасно для страны. Это может привести к ломке дополнительных государственных систем. Поэтому пока он жив, да продлит, как говорят, Аллах его дни, лучше решить проблемы при его жизни, а не пытаться решать дополнительно еще проблему, а кто будет править в Иране. Ну, на самом деле, Яков Иосифович, вопрос о транзите власти в Иране становится все больше и больше, с каждым днем все более и более актуальными. И действительно, очень многие гадают над тем, кто это может быть. Хотя вот недавно, например, Хаминеи сделал довольно очень интересное заявление. Он выступал перед своими сторонниками из числа священнослужителей и говорил о том, что недопустимо, чтобы в Иране наступили времена монархии. То есть разговор шел о преемственности власти, сыновей, детей и все прочее. То есть это отсылка к тому, что многие сейчас же говорят о том, что Хаминеи хочет своего сына поставить на этот пост. И есть определенные какие-то разговоры серьезные. В кулуарах, конечно же. Но вот Хаминеи попытался таким образом отбросить все эти разговоры, хотя кто его знает, как все это может обернуться. Вы совершенно справедливо подчеркнули по поводу того, что персы очень мудрые, очень прагматичные. На словах они могут быть очень эмоциональными, и про Израиль они много чего говорят, понятное дело. И это, конечно, вызывает определенную реакцию, ясное дело тоже. Но на деле все гораздо иначе. Так вот, на деле, Яков Иосифович, вот вы затронули уже тему, связанную с Америкой, у меня как раз был следующий вопрос, посвященный именно этому. Трамп, он будет на них очень сильно, что ли, получается, давить, или он даст какую-то возможность для маневра, то есть да, вы можете дружить или не дружить с Израилем, это ваши дела, ваши проблемы, но если вы вздумаете угрожать Израилю, да, агрессивно, то мы будем действовать совсем по-другому и сделаем так, что весь ближневосточный регион отвернется от вас, и вы будете в полной изоляции. Так будут вести эти разговоры или что-то другое предложат? Вот, например, кстати говоря, вот вдогонку вопрос, вот, например, спецпосланник президента США при Трампе, который вступит в свои обязанности с 20 января, Кит Келлог, он должен был отправиться в Киев, он спецпредставитель по Украине. Но на Украину он не отправился, он сказал, что с Зеленским ему нечего встречаться, не так сказал, но имел в виду именно это, и отправился в Париж. И встречался, будучи будущим спецпредставителем по Украине с иранской оппозицией во Франции, что очень интересно, кстати говоря. И он сказал, что мы будем решать вопрос Ирана четко, быстро, если они будут очень агрессивными, мы с ними будем разговаривать совсем другим языком. Как это понимать? Иран интересует Соединенные Штаты, всегда интересовал с двух точек зрения. Первое, я скажу не по важности, но по порядку. Первое – это дестабилизирующее положение на Ближнем Востоке и обострение вражды между шиитами и суннитами, между персами и арабами и турками, и усиление напряженности на Ближнем Востоке, когда напряженность между Ираном и Израилем – это одна из составных частей напряженности на Ближнем Востоке. Вторая проблема, которая интересует его, и он сказал, он хочет прекратить все военные конфликты на Ближнем Востоке, они ему не нужны, в мире вообще, не сегодня. Так он говорит. Вторая проблема – это особое отношение Ирана с Россией и с Китаем. Иран является серьезным поставщиком нефти и газа для Китая, прежде всего нефти. В какой мере тот всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве, который должен был подписан 27 января, поможет российско-иранским отношениям выстоять под давлением Соединенных Штатов, я не знаю. Я также не знаю, каковы все пункты этого договора. Но Никто тут не знает, совершенно ясно, что давление Соединенных Штатов будет на то, чтобы сократить эффективность этого договора для России.
где, в каких областях, какие будут требования, какие угрозы, какие давления, это мы увидим. Но договор будет подписан после инаугурации. То есть Трамп уже будет президентом. Если бы договор был подписан до инаугурации, это немного бы меняло, но это бы была все-таки другая ситуация. Немножко, по крайней мере, формально. А сейчас, ну, я надеюсь, что он будет подписан. Хотя я не исключаю, что 21 числа начнется сильнейшее давление на Иран не подписывать этот договор. Второе направление, которое интересует Соединенные Штаты, это Китай. И особые связи Ирана с Китаем. Но, например, договор о нефти с Китаем – это 25 миллиардов долларов на 10 лет. А Ирану сейчас нужно 100 миллиардов долларов. И только Европа и Соединенные Штаты могут Ирану это дать. Причем Европа тоже находится в серьезном положении, особенно Великобритания. Но это другой разговор. Да. То есть, да, давление – основной инструмент, который хочет использовать Трамп. И он считает, что он у него есть. Это экономическое давление. Израиль – это для страстки, палка. Не пойдете так, ну, спущу на вас этого Ройтвейлера, и он так вам устроит. Зачем вам это надо? Давайте договоримся по-хорошему. Мы культурные люди. Мы вам деньги, а вы нам ядерный проект. Ну, заодно поменяйте чуть-чуть кое-какие пункты с Россией. Вот. Но, что интересно, Яков Иосифович, эксперты все-таки сходятся во мнении, и, судя по официальным сообщениям, скорее всего, все-таки договор подпишут 17 января. А могут не подписать. Такой тоже может быть. Но если все же договор в конечном итоге подпишут, как вы предполагаете, если подпишут до инаугурации Трампа, до 20 января, то это, получается, изменит подход Трампа в отношении Ирана или нет? Ну, это немного меняет. Если подписывают 17 января, то на тот день, когда Трамп вступает в президентскую должность, договор уже есть. Всегда, это русская поговорка, она правильная, что написано пером, не вырубишь топором. Менять договор или пытаться, чтобы его формулировки были до подписания другими, это разные вещи. Менять сделанное это труднее. Мало того, что подписанный договор, он же между странами, он должен получить сразу же одобрение парламентских структур государств, подписавших. То есть подписанный договор, который получит одобрение парламента не только России, но и Ирана, это практически сложнее. То есть это техническая проблема, не принципиальная, но она имеет значение. Поэтому все усилия, которые были сделаны к тому, чтобы договор был подписан до инаугурации, они абсолютно правильные. Яков Иосифович, у меня один вопрос, который я не могу просто не вам задать. Его не касается, на самом деле, Ближнего Востока, но я очень хочу вам задать, потому что мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Дело все в том, что 27 января пройдет 80-я годовщина освобождения Освенцима. Это особая дата для наших народов, живое доказательство и свидетельство гитлеризма, нацистской Германии, все те ужасы и преступления, которые они творили. Они, конечно, получили за это свое наказание, ясное дело, но тем не менее, вы знаете, спустя 80 лет обсуждать эту тему как-то немножко не по себе, не потому что
сама тема такая, а потому что произошло следующее. Дело все в том, что польская сторона запретила нашей делегации, российской делегации, присутствовать на церемонии памяти Аушвиц-Биркенау, Освенцима, и фактически не разрешают ни одной из представителей бывших советских республик присутствовать на этих церемониях. Никого не пригласили. Ни Казахстан, ни Азербайджан, ни Беларусь, ни значит, Молдавию, ни там, с Республик Центральной Азии, ни до Армении. Никого не пригласили. Да, разрешили приехать премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Я напомню, что на него выдан хоть и ордер МУС, но как бы поляки решили так снисходительно себя повести, мол, так и быть, мы разрешим премьеру Израиля прибыть на нашу территорию, мы ничего ему там как бы никаких претензий не будем ему предъявлять. Значит, потому что вот он не может не опасаться ареста, так довольно было высокомерно сказано. Ну да бог с ним. Хотя опять-таки, да, вопросов очень много. Вот как вы могли бы это прокомментировать? Все-таки советский солдат же внес самую большую часть ответственности по освобождению этого страшного концлагеря. И именно СССР в свое время внес больше вклад в уничтожение нацизма в Европе. Как можно вот к этому отнестись? Они никого не пригласили, ни российскую делегацию, даже не пустили просто прийти, возложить цветы, самое элементарное. Я уже не говорю про выступления там, политиков, там, какие-то слова соболезнования выразить. Нет, даже не разрешили нашим дипломатам гвоздики положить на могилы. Это как понимать, Яков Федорович, как бы вы это прокомментировали? Мне просто очень интересно ваше мнение. А Зеленского-то пригласили? Ох, не видел по этому поводу сообщений. Думаю, что тоже не пригласили, потому что там свои у них склоки. Хотя мне это было бы странным, если бы его пригласили бы. А может и не странно. Почему? Значит, что получается? Это Польша, которая начисто уничтожает память о роли Советского Союза в освобождении Польши, в победе над нацизмом. Они лицемерно используют этот день в своих целях. Вот кого они пригласили? Они пригласили все страны Европы. Да, да. Все страны Европы, кроме Испании и Португалии, посылали своих евреев в Освенцим. Все посылали евреев. Болгария не посылала. Евреев своих стран в Освенцим. Нидерланды, Франция, Венгрия, Чехия. Все. Даже Франция. И Франция не даже. А кто участвовал в этом? Будущий президент Франции, Миттеран. Он работал в департаменте Виши, который занимался депортацией евреев в Освенцим. И вот представители Европы, которая вместе с нацистами воевала во Второй мировой войне, и все, которые способствовали, поддерживали политику нацистской Германии, в том числе концлагеря, в том числе уничтожение евреев, которые в данном случае ставят во главу угла, хотя не это самое главное в лагерях смерти. Для нашего народа, да. Но не это самое главное. Цыган уничтожали не меньше. Только их было меньше. Да, но их было меньше, да. Но евреям досталось очень сильно. А кого уничтожали тотально больше всех и крупнее, и всех тотально? Об этом вообще никто не говорит. И кого начали уничтожать до того, как начали уничтожать евреев? И во всех странах коммунистов. Коммунистов, это правда. Об этом никто не говорит. Ну, почему? Коммунисты это можно. А кто помогал в этом нацистам? И даже Польша. Польская армия Краева убила больше солдат Красной армии, чем солдат Вермахта. Но ее представители будут. Эти соучастники и страны, которые сегодня продолжают чтить память этих убийц,
гордятся, выплачивают их потомкам пенсии, тем, кто воевали в СС. Они национальные герои. Вот это самый большой цинизм. И Польша, там правит этот бал. Ну, у польского Поляки правительства, да, уничтожили да. сами, без немцев. Не в Освенциме. От 250 миллионов, до 250 до 400 тысяч евреев. Сами. Своими руками. Соседей. Я не говорю о тех, кого выдали нацистам. Выдавали все. А сами уничтожили. Нидерланды. Нидерландская полиция. Она была великолепна. Всех евреев Нидерланда кто арестовал? Не гестапо. А полиция Нидерландов. Хорошие, мирные голландцы. Они говорят, нас вынуждали, мы были ни при 10% чем. населения Нидерландов участвовало в тех или иных действиях нацистов. Поддерживали их. Это треть семей нидерландских. Это Голландия. Это мирно. И они там будут присутствовать. Ну, Анну Нидерланд... Франк кто арестовал и кто ее послал в Освенцим? Эти лицемеры, которые проливают крокодиловые слезы и говорят, вот чтить память этой девочки. А кто ее послал туда? Полиция Нидерландов. И там представители ее будут. А вот кто освободил Освенцим? Кто уничтожил эту фашистскую гадину? Кто переломал ей хребет? Красная армия? Не, ни за что. Наследников Красной армии ни за что. Даже если это Узбекистан или Казахстан. Не-не-не. Да, их не пригласили, нет. Нет, нет. 6 миллионов украинцев воевало в Красной армии. Намного больше, чем в УПА, в ОУН, Конечно, нацистских подразделений. это да. А Только, вот французов на стороне Гитлера воевало намного больше, чем в сопротивлении. ну, Франция, это же белая Европа, Западная Вот Европа. они там будут красоваться. Вот Макрон будет присутствовать, наш любимый с вами президент Да, Франции. да. Он не будет вспоминать те транспорты, которые шли, организованные французским правительством Виши, под охраной французской армии Виши и полиции, когда отправляли людей своих из Франции в Освенцим. Евреев, цыган, ну и коммунистов. Это же одно и то же. И поэтому да. я к этому отношусь с омерзением, с презрением, с ненавистью. В дополнение к тем преступлениям, которые они делали, они сейчас еще глумятся над памятью погибших, над памятью освободителей, над памятью сотен тысяч солдат Красной Армии, которые погибли на польской земле, освобождая их от нацистов. К этому нечего добавить. Это ясно, как сегодня. Но такой лицемерный мир сегодня. Вы знаете, Яков Львович, моему возмущению нет предела, потому что я вам скажу честно, почему я так реагирую остро на польский вопрос, потому что мой прадед был призван в Красную армию из Баку, и воевал в составе Красной армии, был тяжело ранен под Краковом в феврале 1945 года, чудом удалось его спасти, очень плохо переживал все вот эти ранения, его вылечили в итоге, сначала отправили в Россию, оттуда уже в Азербайджанскую ССР.
И, собственно, я его не застал, но вот всегда моим родственникам при жизни он рассказывал о том, что вытворяли поляки, что вытворяли бандеровские вот эти националисты. И я с детства знал про это все, я вам скажу, потому что мне вот рассказывали это дома мои. У меня большое количество родственников, мама моя рассказывала, то есть, и для меня все, что касается вот этой темы, связанной со Освенцим, Аушвиц-Биркенау, для меня это очень горько осознавать, потому что я понимаю, что есть какие-то политические нюансы, хотя мне это не очень приятно, но, допустим, эти политические нюансы есть. Но так издеваться над памятью, но это верх цинизма и подлости. И вы совершенно справедливо отметили по поводу и Франции и так далее. Так они сейчас же лицемерно говорят про то, что это они на самом деле победители. И они еще умудрились сейчас же сравнить красноармейцев с фашистами, которые воевали на стороне нацистской Германии. То есть, по сути, они моего прадеда называют таким же фашистом, поляки, называют его оккупантом, мол, не звали его, нечего было подписывать пакт Молотова-Риббентропа, забыв про Мюнхенский сговор и забыв про Судетскую область Чехословакии. Зачем про это говорить? Нет. Ну, убили, подумай, 6 миллионов евреев. Большое дело, что ли, убили и убили. Хватит об этом вспоминать, хватит мусолить про это. Ну, убили там 27 миллионов советских человек. 27 миллионов ни много ни мало. Ну, ничего страшного, убили и убили. Понимаете, Яковлевич, они же возмущаются, почему мы проводим парады, отмечаем День Победы. Французы те же самые, которые ехидничают там. Вот зачем это надо? Или бельгийцы, которые за один день сдавали фашистам. Ничего. Время, Ничего. время все расставит по своим Как местам. говорят, и на нашей улице будет праздник. Это точно, когда победа будет точно за нами. Яков Иосифович, огромная благодарность и спасибо вам огромное, то, что вы к нам сегодня подключились, нашли для нас время, мы вам это очень признательны. Сегодня мы с вами, хоть мы должны были говорить в основном про Ближний Восток, но тем не менее вспоминать исторические моменты, это полезно, это нужно, это важно, но аж говорить по этому поводу именно с вами, но это отдельное удовольствие. Спасибо вам огромное, что к нам присоединились, нашли для нас время. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Надив» Яков Иосифович Кедми. Мы сегодня разбирались с ситуацией, связанной с Ближним Востоком, в преддверии прихода администрации Трампа в Белый дом. Затронули исторические моменты. Все эти темы, конечно же, являются очень значительными, нужными. А обсуждать их с Яковом Кедми, как я уже говорил до этого, отдельное удовольствие. Я думаю, что вы по достоинству, дорогие друзья, оцените нашу сегодняшнюю программу. С вами был Фархат Ибрагимов. Подписывайтесь на нас в телеграм-канал Вестник Кавказ. Смотрите нас на платформах YouTube, Рутуб и ВК-видео. Всего доброго.